Всем добрый день! Вы на канале Сижу Вяжу. С вами Яна. Сегодня приготовила вам вот такой интересный узор. Это настолько простой в исполнении узор. И достоинствами этого узора является то, что его можно трансформировать по вашему вкусу. Я решила этот узор сегодня представить именно в таком виде. Хотя его можно вязать совершенно по-разному. То есть у меня сейчас на образце чередование восьмерочек и лицевых петель. Также этот узор можно вязать только восьмерочками, вертикальными полосочками, да. Можно чередовать в шахматном порядке, допустим, колечко тут, колечко тут, колечко тут, колечко тут. Можно делать по 2 полосочки подряд и, допустим, потом уже, да, полосочку лицевых. Ну, здесь можно играться до бесконечности. Здесь очень много всяких, может быть, вариантов. И предлагаю вам немножечко вот так поиграть с ним. Смотрится он великолепно. Он подойдет для вязания вещей любого сезона. Он смотрится очень лаконично, сдержанно, строго даже где-то в каких-то моментах. Вот. И что еще самое главное в этом узоре, так многие девочки спрашивают о количестве пряжи, которая уходит на узоры. Хочу сказать, что если вам нужно сэкономить на пряже, выбирайте этот узор. Он очень экономичен. Я связала этот свой образец из хлопковой нити. И он получился такой вот прям, ну обалденный, красивый, тоненький, хорошенький, приятненький. Любая кофточка, джемперочек, кардиган, конечно же, обязательно тоже будет хорошо смотреться. Топы, девочки, все что угодно. Вяжите без границ, пробуйте, смотрите, выбирайте. Он очень классный. Вот так выглядит его изнаночка. Давайте приступим к его выполнению. Что бы хотелось сказать в первую очередь. Этот узор, он может предполагать нулевой установочный ряд, но опять-таки это не обязательно. Это по желанию. Смотрите, если вам кажется, что это необходимо, провяжите. Нулевой ряд будет выглядеть следующим образом. Значит, 1 лицевая плюс 3 изнаночные. Вы этот установочный ряд вяжете на изнаночной стороне, начинаете с изнаночной стороны и подготавливаете полотно к вязанию этого узора. Итак, еще раз повторю: 1 лицевая, 3 изнаночные. Очень все просто. Далее, для того, чтобы связать этот узор, вот именно этот узор, в таком виде, в котором вы его сейчас видите, вам понадобится количество петель кратное 4, плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные петли. В высоту этот узор состоит из 4 рядов. Сейчас основные элементы вы посмотрите, как вывязываются, и потом я говорю, потом можете без границ импровизировать с этим узором, потому что он всегда смотрится шикарно. Представим себе, что мы начинаем вязать сразу после наборного ряда, либо после резиночки. Вот, а я просто продолжу дальше свой образец вязать. Итак, первый ряд. Первый ряд мы должны провязать 1 петлю изнаночную и 3 петли лицевые. 1 петля изнаночная, 3 петли лицевые. Это является раппортом первого ряда. Повторяем: 1 изнаночная, 3 лицевые. Так повторяем до конца ряда. В конце 1 петля симметрии, провязываем ее изнаночной, и кромочная у меня изнаночная. Провязали первый ряд.
второй ряд. Кромочную мы снимаем. Первая петля у нас лицевая. И 3 петли изнаночные. Провязываем последний раппорт второго ряда. 1 лицевая, 3 изнаночные. В конце у нас остается петля симметрии, мы провязываем ее лицевой и кромочная. Третий ряд. Кромочную снимаем. Первая петелька у нас изнаночная. Далее мы вяжем нашу дорожку из 3 лицевых петель. Следующая у нас петелька изнаночная. Итак, мы подошли к нашей восьмерочке. И сейчас я покажу, как она вяжется. Она состоит из 3 лицевых петель, одну из которых мы должны перекинуть через 2. Я буду считать так: первая, вторая, третья петелька. Вот эту третью петельку мы должны подхватить и перекинуть через первую и вторую петлю. Перекинули. Далее оставшиеся 2 петли мы должны провязать лицевой, но обязательно не забывайте между ними сделать один накид. Вот так. Лицевая, накид, лицевая. Вот так. Далее изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная. И опять мы подошли к нашей восьмерочке. Третью петельку мы должны перекинуть через эти 2. Вот таким образом. А оставшиеся 2 петли мы должны провязать лицевой, не забывая между ними сделать один накид. Очень просто вяжется, но смотрится действительно очень эффектно. 1 изнаночная далее, потом 3 лицевые, опять 1 изнаночная. И снова мы подошли к нашим 3 петелькам, из которых состоит восьмерочка. Третью петлю мы поддеваем, перекидываем через оставшиеся 2 и их провязываем лицевой, не забывая сделать между ними накид. Провязали. Далее 1 изнаночная, 3 лицевые. В конце у нас остается петля симметрии, мы провязываем ее изнаночной и кромочная. Третий ряд. Третий ряд мы провязали. Приступаем к 4 ряду. Кромочную переснять. 1 петля у нас лицевая, 3 петли изнаночные. Это раппорт 4 ряда. Повторяем его до конца. 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 3 петли изнаночных. Вяжем так до конца ряда. К этому узору, конечно, лучше всего подбирать ниточку потоньше. И изделие получается прям как фабричное, очень красиво. В итоге все получается. Итак, мы провязали с вами 4 ряда основных этого узора. Мы продолжаем вязать с 1 ряда, то есть у нас будет кромочная, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. Вот таким вот образом. Я думаю, что если вы попробуете связать небольшой образец, вы оцените этот узор.
И он вам должен понравиться. Я на это надеюсь. Вот такая вот красота. Попробуйте, поэкспериментируйте с узором. Вот так вот. Я надеюсь, вы найдете достойное применение этому узорчику. На этом мастер-класс закончен. Я вас благодарю за просмотренное видео. Ставьте пальчики, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. А мы увидимся с вами в следующих видео. А вам, мои дорогие, я хочу пожелать всего самого-самого хорошего.